Ауч. Так. А где звук? Так, раз. Привет, Михаил. Меня слышно, да? Low battery, please charge. Что, блин? А, так ты не подключен к ПК, что ли? Понял. Так. Раз. Так. Что будешь сегодня играть? Во всякое. Я еще увеличил качество стрима на 1080p. Будем проверять, насколько он хорош стал. У меня же новый проц. Так. Да, все. Окей. Угу. Какой? 12700 КФ от Intel на 4900 Гц. Но он на порядок должен быть мощнее. Сейчас попробуем те игры, где тормозило у нас. Насколько все поменялось. Например, я жестко орал в этом Finals. Вот сейчас, скорее всего, заценим Finals. После Finals попробуем что-нибудь еще. Посмотрим. Надо какие-нибудь такие требовательные игры, наверное, запускать. Ну и плюс SSD-шник еще купил. Если что, на SSD-шник еще буду игры переносить. Окей. Так. Ну, Лайсов, скорее всего, тоже зайдет. Никогда не покупай комплектующие для ПК с DNS. Там просто отбитые чайники работают. Это просто кошмар какой-то. Ты представь, я там
Я тогда, ну, фактически пришел в 5 часов. И вот вышел оттуда в 22 вечера. В 10 часов 22 минуты вышел оттуда. Охереть можно, да? Это реально дурка какая-то, если честно. Это просто вообще бред какой-то. Я херею с этого вообще жестко. Так, сейчас. Так. Да, вспомнил, что нужно сделать. Сейчас. Владимир Анатольевич, спасибо за фоллоу. Большое спасибо. Так. По-моему, картинка вполне себе окейно держится, да? Да, 1080p есть, все есть. Окей. Окей. Так. О! Так. Давайте посмотрим, какие у меня тут настройки. Давайте ебанем все на... Эпик. Здорово, Гудзон. Как раз проснулся с кофе, сел. А я тут тестирую обновленный ПК. Стрим только начался. Но вы глядите, FPS вообще стабильно держится на 150, там прочее. Пока что все окей. А что обновил? Процессор. Обновил процессор, материнку новую поставили. У тебя и так был вроде норм. Корпус наконец-то новый. Шо рассказывай, да это бред полный. Я в Телеграме еще рассказал нормально, как все происходило. Но, коротко говоря, эти придурки очень долго, 5 часов, не могли понять, в чем дело. А дело было в том, что эти идиоты HDMI кабель 120 FPS стабильный. Grab your SPF 50. There's lots of sun here today and good visibility. We're in for a roving spectacle during Да, this match, HDMI. as some cash-out stations will be on Короче, moving platforms. HDMI кабель они вставляли из системника в другой системник. Они просто вынимали HDMI кабель от монитора и вставляли в мой системник. А в тот момент другой конец HDMI был подсоединен к другому системнику. То есть, представьте, они просто такие... Проблем не вижу, по-моему, все окей. Но почему-то компьютер не работает для изображения. Два придурка стояли и делали это. Потом к ней присоединились еще двое. Потом целая там коалиция вот этих вот ребят собралась. 5, блядь, людей нахуй стояло, такие, не понимаю, что происходит, почему оно не работает. Жалобу оставить надо бы, я оставлю. Я еще на тот момент не знал, что это дерьмо было платное. Вы представьте, сборка ПК была платная, 4000 рублей. Я как узнал об этом, мне жена написала. Я такой, чего нахуй? Я там просто в голос заржал, говорю, блять, вы серьезно? Типа, я отдал 4000 еще, оказывается, за то, что вы мне ПК собираете. То есть за то, чтобы вы, придурки, типа, HDMI от системника к системнику подключали, типа. Это пиздец. Это просто... Какашка, ничего. Привет, Форест, здорово. Короче, купил
Блин, игра просто летает. Ни одного тормоза не было вообще. 0 лага. Охереть можно. Я поставил 12700 КФ. Там такой вот был этот процессор. Вполне годный очень даже. At the top of the Играться leaderboard, it's одного the большого. Boundless. With infinite ambition, the Boundless Материнку, stole the cash out. процессор и SSD-шник на 2 терабайта. И все это в кредит, если что. Поэтому донат-голом надо бы это все забивать. Отбивать деньги. Ну и, конечно, работу найти The надо. Steamrollers are in the lead. The Steamrollers let off a little steam and steal a cash out. SSD-то M2? Точно не помню какой. The Boundless are rejoining the match. Бой! The Retros are playing for keeps. They've snagged the match's first cash out. 12 The Kingfish makes their earnings. Cash out complete. Не, игра вообще летает. Я в максимальной настройки поставил. А помните, как я орал и охеревал, когда играл в нее? Были лаги безумные. Сейчас вообще летает. A shiny new vault just Тихий, игра громкая. Сейчас исправим, ребята. Сейчас исправим. Вот так вот должно быть лучше. The Retros just sprang into action and into the lead. Так. The Retros are back in the arena, folks. Let's go in there. The Boundless breakthrough, opening Vault 4. Блин, я вообще не понимаю, что за людей набирают в этот ДНС долбанный. Я очень сильно удивился тому, что за это еще деньги были уплачены. Когда, как я вот помню, я чисто вот по опыту вот сопротивления думал, что там бесплатно. Думал, это в порядке вещей, что если ты покупаешь комплектующие у какого-то магазина, тебе его соберут бесплатно. Типа. Past the halfway point of this match. The Kingfish are cracking open Vault 3. Когда в прошлый раз играл The Finals, у тебя Kingfish are in prime position to до этого эта карта была с процессором 7700. Да, 7700 была карта. Это в процессор, то есть. cash out in progress. Так thanks и to the было, так и было. Steamrollers. The Retros would like to throw back to a time when they had more presence in the arena. Only one contestant left. Да, блять. Adversity for the Я последний раз, когда был в ДНС, там продавец не знал, как компьютер и касса работают. Я целый час забирал заказ, который купил заранее, просто забрать его не мог, потому что продавец вообще не знал, что делать. Я не шучу, может, он первый день работал. Винду пришлось перестанавливать? Нет. Ну, я принес с собой свой старый системник. И просто оттуда все перенесли на новый. И при этом еще The Retros are back in play. один хард остался без дела. The Retros shower themselves in good vibes as they steal a cash out. The Retros might become the history if they're not careful. Че, картинка огонь, ребята? Left. 1080p стоит, ребят. Jump pad deployed. Ау, фак. Я его просто выбросил. И нет говно.
Бля, какой же конч, просто пиздец. Я смотрю, в низком мне не надлагает. Понял, понял. У меня ноут тоже нет. Бля! Бля! Все зря. Не, на самом деле не зря, конечно. Не зря, не зря. Надо будет как-то оценить все это. Как это все будет работать. Да вы не подумайте, все, я в кредит все взял. Кредит. Вообще изначально жена ехала покупать в кредит чисто этот холодильник. Она тортами у меня занимается, будут торты в большом количестве делать, и для этого ей нужен отдельный холодильник. Чисто бизнес, ребята. Бизнес. Стрим 360. Чтобы знать свою аудиторию. Да, да, нужно знать. Да, да, да. О, теперь и Герои 3 можно поиграть, да? С таким. ПК. Ёпта, вообще жесть какая-то творится. И в таком охуенном качестве это происходит, просто с ума сойти. Нормально. О, вот это вообще, да. Теперь можно действительно получать удовольствие от игр. Так. Какие еще игры есть? Ну, стрелялки это все понятно. Они у нас, ну, так, просто будут появляться и иногда. Что у нас следующее? Да, по-моему, как будто бы Google есть игры. Сейчас тогда наберем, посмотрим. Так. Я, кстати, все продолжаю делать. Требовательные самые. Ну, такие, да, чтоб и смотреть было интересно и так далее. Ну, Final вполне себе интересно, мне кажется, смотреть. Но он, сука, шумный, капец. А мы тут все же такие ребята, любители почилить, особо не напрягаясь. Как тебя повернуло с того, что мы советовали? Да я хз, ну типа, блин. Но он же круче, 12700 КФ, а тот был дешевле же, который вы советовали. Я чисто вот из-за того, что все это дело в кредит происходит, я такой подумал, ну а хули. Ежемесячно по 9000 с чем-то надо платить. Ежемесячно. Так что, да. Надо было спрашивать еще. Crysis. Мы, кстати, Crysis все же проходили, кроме... А нет, все проходили, по-моему. Ну ничего, все равно очень хорошо все выглядит.
Вспомните, как эта игра у меня лагала. Сейчас она просто летает. Стабильно вообще. FPS держится. Contestants might want to put on their hard hats, as the arena is under construction this match. The Kingfish are cracking open Vault 2. The Big Splash are starting a ripple effect. They're opening Vault 1. Mind the mic! Deploying a surprise. Time to get out my statistics tracker. We've got our very first elimination of the match. Я после МГ себе тоже систему обновлю. Хочу 7800 X3D. Just one contestant. Misfortune for the Retros. Team wiped. Блин. Это, конечно, очень смешно, то, что они там делали просто. Все стоят, не понимают, что с компом делать, как быть, вся херня. Чисто знаешь, как Паша Техник говорил, такой сидел. Типа, что там было? Типа, ребят, советуйте, я хуй знает. Типа, что делать? Такого рода ребята там сидели. Просто Паша Техники, но их 5 штук просто собирали мой комп просто. Пиздец. Да, да. Wolves are setting the pace. Misfortune for the Big Splash. Team wiped. They need to resurface and reassess. А по гарантии БП сдавал им. Так, ща, подожди. Big Splash are back. Team respawn. Trouble has found the Kingfish. They're down to one contestant. Блять, как не успел. The Retros will need to try again. Что поменял на ПК? Процессор. Time soon. Процессор. Материнку, соответственно, пришлось менять под Let's see whether процессор. they can keep that momentum going. И SSD-шник. Процессор, The Kingfish ну прям очень хороший. Я прям чувствую большую разницу с того, что у меня было. У меня был 7700К, и сейчас у меня 12700КФ. The Vogues И cash out complete. я такой плавной картинки не видел, по крайней мере, в этой игре точно. Видюх какая? 3080 RTX. Pop the bounce. Вот гандон. The Big Splash are applying pressure to Vault 4. Destruction and mayhem. А, ну убейте вы его, Match, I ёлма. can't wait for what Так, я серьезно про SSD написал себе, что лучше сдай его, пока есть время, и поставь. Да там все, блин, через кредит куплено. М2 бери вообще огонь будет. currently running away with it. It's the Vogues. Ну ладно, ничего. Set in motion by the Vogues. Менять уже не вариант, потому что там
Такая себе тема. Ну или вариант, я хз. Надо будет посмотреть насчет этого. Смогу ли я поменять? Твою мать. One contestant left, folks. На том же Альке Кинсон. Понял, понял. М2. Почему вы не работаете в ДНС, ребята? Почему не в Якутске? Arena. Adding a dazzling dimension to the competition. Да, там кончен где-то. Это да, вы слишком умные. Team wipe calamity for the retros. Да. Моя борьба. О, привет, енот. Слушай, твой донат меня прям сподвигнул обновить свой ПК. Я прям решился. Мы там в кредит покупали холодильник в ДНС. Ну, я так и подумал. Creative display from our Ну, а хули. contestants today. We don't give points for artistic impression, but maybe we should. И I'm gonna say купил. a 9 out of a 10. SSD-шник. Процессор. Корпус. Материнку. Ну, ясно. Еще один спор. The retros Можно. will need to focus on that wipeout. Теперь мне кредит каждый месяц надо платить. Folks, I'll admit it, I'm impressed. Какой там срок-то был? Сейчас мне еще вот бумажка же была. Щас. A new vault in the arena. The ultimate omen of mayhem here at the finals. Скажи точно, что я купил. Взлетели-то они жестко. The retros are re-engaging. Так. Сейчас скажу. The Kingfish will need to reboot. Team one. А что за спор? Ну, енот мне 10 тысяч рублей же закинул. Как за то, чтобы... Ну, короче, спор был. Смогу ли я одолеть там The retros are busy unwrapping a vault. одного босса в этом, в Lies of P. Ну и в принципе удалось. С первой попытки как спор начался. Деньги мотивируют на победу. Contestants have 30 seconds to show the world. Сука, ну что за долбоебы со мной играют? Короля марионеток, да, короля марионеток. Было жестко. Awaits the retros as they've lost all members except Потный ублюдок был, между прочим. Ну, мы тут проебали. 10 seconds left. Да. Придурок ебаный. Он мог кинуть, но не кинул. Sensational final round. And it looks like the big Что-то я smash пропустил will go челлендж. right in with Как только я это сказал, он этого босса выебал сразу, да. Просто полная концентрация. 10 тысяч. Было круто. После этой игры, сейчас еще одну отыграем и пойдем в Hunt Showdown. Блин, там такая картинка, наверное, будет просто умопомрачительная. Игра же супер красивая. Хантецкий глянем. Там и поболтать можно будет спокойно. Там стрельбы будет поменьше. Любовь, вы. Это правда. Моя стрельба. Моя стрельба.
А после Ханта... Давайте посмотрим, что у меня еще есть. Sea of Star играл. Sea of Star. Sea of Star, по-моему, красивая инди-игра была. Она, там пиксельная графика просто... Да, я хотел очень сильно на нее поиграть. Я на нее поглядывал очень частенько. Можно будет в ней забалдеть, кстати, почему бы нет. Ну, это потом. Хотел сделать вставку на Виктора, который вовсе не Виктор. Да-да-да. Был там один усатый какой-то чел. Бородатый, чисто такой, типа, мускулмен. Типа, о, блин, вот он же Виктор, типа. Мы его где-то со второй или третьей попытки выебали. А потом... Что-то мне кажется, что это не Виктор. Херня какая-то. Потом идем дальше, там такой же качок, но в 2 раза больше, короче, появляется. Вообще угар. Хорошая игра, рекомендую. О, хорошо. Можешь еще пару процентов производительности добавить на этом процессе, если отключишь интеловские ноутбучные ядра? Блин, а у меня, кстати, весь светится этот, у меня вот корпус новый. Блин, я последний раз корпус-то менял когда? Типа это было очень давно. Я не помню, когда покупал этот мой старый корпус. Блин, я вам могу показать же мой старый корпус. Где? В коридоре где остался, что ли? Так, сейчас лучше стоит, надо мне... Так, ща. We're about to kick off in Monaco. Narrow alleys, rooftops, and close-quarter firefights are on the menu. Brought to you by Ospruz. Now, the Гляньте на этого powerhouses, старика. the Kingfish, Он видел the некоторое Retros, дерьмо and просто. finally, the Socialites. Разъебанный, раздолбанный, просто со всех Let's get сторон. into it. Sunny weather and normal visibility give our contestants an ideal stage to show off their skills and earn Это, some по-моему, Teams looking to cash out might have to look up in the arena today. второе обновление корпуса в моей жизни, или типа того практически, на самом деле. МК-1 купил? О. И что, стоит того? Она там доната до хера как будто бы было. Being opened by the powerhouses. The Kingfish are bursting into Vault 2. That's our first elimination. Our contestants clearly mean business today, Scotty. That's right, June. I'm so excited right now, I didn't even hear what you said. Да там же донат только на скины. О. Активацию жду ДРМ. Это что? Over there! The powerhouses are all fired up. They've started our first cash out. The Retros have commenced the cash out. Блин, где-то, сука, невидимая. Нихуя не вижу, куда стреляю. Оу, фак. What the fuck? Impressive steal by the Kingfish. That Ай, game paid блин. off big time.
Да ну нахер. На какие игры в основном стримы делаешь? Да, в основном одиночные. Всякие новые проекты, старые игры. They've pocketed our first cash out. Я на самом деле вообще все стримлю. Типа у меня нет какого-то там, ну, предпочтения конкретной игры. Было дело, Боши стримил. Into Vault 3, it's the powerhouses. Весело прошли. Ну, если вот интересно челленджевые игры, то да, челленджевые игры тоже играем. The world is watching as the Kingfishers Замуровались remain демоны. Да вообще unprotected, has a падла. chance to shine here. Не дали нам наград. The socialites are about to make a new friend. They're opening Vault 4. Денег не собрали. Ну, практически получается киберспортсмен теперь. Надо теперь мышку настраивать хорошенечко. Outpacing the others, it's the Retros. The second half of this match is underway. I bet there's a highlight reel play on the horizon, June. The Retros have kicked off a cash out. Так. The socialites just jump-started a cash out. Киберкотлет. А, насквозь не простреливается. Что происходит? Ой, ну-ка. О. Надо приподнять. О. Уровень кресла. Сетапчик себе делаем, сетапчик. Код под киберспорт. Блин, вот сейчас оттуда все переключатся сюда. Тут вообще будет жарко. The Kingfish will need to try again. Team wiped. Надо пострелять. Твою мать! Столько раз выстрелил, ни разу не попал. На, есть один. Отлично. Блять, наших убивают, оказывается. The socialites completed a cash out. Let's see whether the last member of the Retros will attempt to revive. A team wipe mishap for the Retros. Так, деньги у нас есть, отлично. Погоди, там еще есть люди. Our contestants will need to stay focused out there. Another minute to go. Блин, этот чел все время с кем-то стреляется. Back. A vault is being uncorked by the powerhouses. Да ебать его рот. Meaning there's plenty of opportunity for contestants to experience
Тенниска кресло. Volatile elimination. No retrograde steps from the retros. They're opening a vault. We're down to the last 30 seconds. Which team will triumph? Да. I'm going up there. О, а мы проигрываем конкретно прям причем. 10 seconds. Это никак не исправить, да? Мы в жопе полной, да? А, нет, 1 минуту дали, хорошо. Шансы есть, ребята. The Kingfish are fighting an upstream battle now. Only one contestant left on their team. Explosives are set. We just entered the last 30 seconds of the match. Breach charge set. Throwing bomb. Brightening things up. Да ёхраный бабай. Я думал, у меня граната такая, типа фраговая. Оказывается. Ну да, тут уже все. Че, пошли в хаб? A spectacular round and a dynamic Сейчас посмотрим на красивую картинку. They'll want to keep that momentum. Keep that momentum. Так. Хант. О. Загрузка контента. Полдома разрушивший себя слепил. Ворвался. Ну да. Это я, конечно, шуточно говорю про то, что я киберкотлета. А что это за игра была? Выглядел прикольно. Это был Finals. Он бесплатный, кстати. Прикольный. Но он пипец какой скилл зависимый. Прям надо быть просто, ну, нереально крутым аимером и так далее. Мысли тактические и тому прочее. Здесь же разрушаемость, она такая, не то чтобы она чисто была, типа это прикольно и красиво, а разрушаемость можно использовать в свою пользу, типа, если ты хочешь там, например, как-то поднасрать врагу или использовать саморазрушаемость в пользу для себя. Например, берешь, залаживаешь это C4 или там взрывные мины рядом с точкой, там, где вот идет кэш-аут, где бабки у тебя вот должны выводиться на твой аккаунт. У кого больше всего денег, тот побеждает, короче. Или насрать себе в штаны, да, или так. Ну, короче, игра может круто поменяться, когда, как, например, вот кэш-аут находится на 4 этаже, ты берешь, взрываешь, он падает на этажом ниже и так далее. То есть тебе надо прям хорошенечко тактически подготовиться к штурму, там, где ты находишься. Заложить мины там, где надо. Позиционка хорошая должна быть, чтобы там, например, снайпер мог прикрывать издали и так далее. Ну, там вообще прям очень такая серьезная игра. Так. Ну, через 8 минут. Окей. Можно в этот момент позырить что-нибудь. Так. Да, я еще эти шорты понаделал, пока там находился. Этот проклятый ДНС вообще. О, стримить на 0 зрителей. Это про меня. Alright, I think that's where I'm going to end it for tonight's stream.
Oh, tomorrow's a big day. Tomorrow will be my 1 year anniversary of streaming on Twitch, which is pretty cool. Ну, Rainbow Six Siege, он уж довольно-таки в этом плане как-то дрочный, что ли. Типа ты делаешь маленькую дырочку, и ты пока сидишь, ждешь, вот смотришь, пока вот в этой дырочке там, ну, не знаю, изменится пиксель и начинать стрелять, типа. Вообще же ублюдская игра. Я Rainbow Six Siege тоже играл какое-то время, но вообще не понравилось. Да, он такой. Ну, он фановый. Тут как-то больше фана. Crazy. Вы знаете, я не думал, что окажусь там, где был... But you know, that's perfectly fine. I gave it everything I had, and you know, that's life. Sometimes it's just not in the cards. All right. Хорошо, я думаю, на этом я закончу сегодняшнюю трансляцию. О, завтра у нас важный день. Завтра исполняется ровно год с момента моего стриминга на Twitch, что довольно безумно. Pretty crazy. Вы знаете, я не думал, что окажусь там, где был после года стриминга. Но вы же знаете, что это совершенно нормально. Я вложил в это все, что у меня было, и вы знаете, что в жизни иногда этого просто не предвидится. Но я думаю, что завтра, вероятно, будет мой последний день на какое-то время на Twitch. Процессор. Мне больно об этом говорить. Но я думаю, что, Корпус знаете, изменил. пришло время, чтобы Материнка. сосредоточиться на других вещах. И да, я думаю, что это И просто новенькое хорошая веха, поставил которую я достиг, SSD-шник что я доказал на 2 себе, что терабайта. могу это сделать. Good milestone that I hit. Вот так вот. That I proved to myself that I could do it. Но я думаю, что сейчас самое подходящее время сделать перерыв и заняться другими делами. And go do other things. И Я имею сказать, в виду, что если Бог просто прям не подаст мне разница какой-нибудь большая, да, несколько процессор этап, очень чтобы я сильно продолжал вещать, я влияет. думаю, что завтрашний день А Alan будет Wake моим теперь тянет? последним. Конечно. Но Ну, да, Alan я Wake имею в играть не виду, что хочется. это был за год. Мне было так весело. Она Я имею в виду, что стриминг был в безумно значительной нудная. степени Ну, может, частью продолжим моей как-нибудь. повседневной рутины, и это Может, будет когда-нибудь трудно продолжим. отпустить. Но я Ай-ка. думаю, что пришло время. Ну да, я с нетерпением жду завтрашнего стрима и надеюсь увидеть вас там. Спасибо, что посмотрели, и спокойной ночи. Так оно и есть. Вы снова плачете. Было бы то же самое, если бы я мог обнять вас, мой друг. Да. Я знаю, как тяжело быть одному. Да, там, ну, Душа без лица – это основа одиночества. постановочно, Но я знаю, что это режиссурно тяжело. и Я знаю, как Не трудно знаю, быть самим сюжетно. собой. вполне прикольно выглядит все. Но сюжет там такой, что тебе надо прям, ну, дотошно Да, знать, да. что происходило в первой части. Теперь у нас есть любовь. Да, про мюзикл. Чисто перформанс этого чувака. Сэма Она Лейка. прекрасна. Дорога не такая уж и расчищенная, но мы все Ну еще да, можем проходил, идти, несмотря но- на холод. Такое. Блять, сколько, когда я его проходил? Сколько лет прошло? Но я знаю, что это дом, где можно побыть одному. Да. Душа без лица – это основа одиночества. Но я знаю, что это тяжело. Я знаю, что это тяжело. Стримить на 0 зрителей, это, конечно, такая себе тема. Я хочу побыть один. Я очень Я радуюсь, хочу когда у побыть меня один. появляется всего хотя бы 3 зрителя, Да. 2. Когда кто-то есть, это уже очень классно. Есть с кем пообщаться. Потому что я знаю, как это тяжело. А для... И я знаю, что это тяжело. Ну такой, да. Но И ты ведь не будешь немного таким. глупо, да, казалось бы, типа, ты стримишь на 0 Так оно и зрителей и будет. говоришь о чем-то и так далее. Ну а как иначе? Сделайте тест 1, 2, 3. Сделайте тест 1, 2, 3. Начинаем трансляцию через 3, 2, 1. О, боже мой, на меня только что напали бандой. Да ладно вам. Oh, come on.
Хорошо, я думаю, что у меня есть. Я думаю, что сыграю еще в одну игру, а затем я объявлю ее на стрим для последнего стрима. Я думаю, что у меня есть еще одна игра. Еще одна игра. One more game. One more game. Хорошо, я думаю, что моя цель в этой последней игре просто выжить, дожить до финала, а затем, да, надеюсь, одержать победу в этой последней игре. Yeah, hopefully get a win. О, там один зритель появляется. Итак, так что надеюсь, мы сможем это сделать. И да, давайте посмотрим, что из этого получится. В каком? Не, что за какой он такой? Да. Что именно? Мистер Зверь пожертвовал $6900. Подождите, что Какая корова. Он обрабатывает это сообщение. Он смотрит. Вы можете сказать, что он проверяет свой монитор, чтобы убедиться. Подождите, что за чертовщина? Вы что, издеваетесь надо мной? Мистер Зверь? Теперь он понимает, что к чему. Подождите, но почему? Это в буквальном смысле должен был быть мой последний стрим. Вы даже не представляете, как много это значит для меня. Какая у вас невинная душа? Это абсолютное безумие. Большое вам спасибо. Никаких проблем. Крутая актерская игра. Ну да, это прикольно. О, вот он, мистер Бист тоже. Яйко. Будешь яйко? Яйко. Как он? О. Да. Было бы круто, конечно. 6000 вот так вот взять получить. О, даже так. Блин, ничего не понятно, но очень интересно, как говорится. Это что, типа арканоид какой-то? Пинбол. Да. Ну, стоит поиграть, наверное. О. Помните, кайфующего Буря там смотрели? У него уже 5К подписчиков. На драконе эти с 3 головами. Змеи Горынычи. Пожалуйста, напиши садкет, да-да, не удивляйся. Только с этими скобками. Стоит поиграть, да? Ну, вот этот чел. Ну, какие-то видосики его смотрели. Здорово, народ. У нас сейчас 1 сентября. Сейчас через 18 минут будет уже 9 часов. В общем говоря, перед началом ролика я хочу сразу поблагодарить Даниила Сергеевича за еще 1 рубль. Большое спасибо. Сразу акцентировать на этом не буду. В общем, спасибо еще раз вам. Значит... Трэш-стример? Ну, кстати, я его стриме-то не видел, но... Урод 96. В игре ты помогаешь подросткам... Делает ли он трэш какие-то... государства Петрия, избегая ареста или смерти. Челлендж? Ну, по-моему, нет. Влияет на ход сюжета. А это типа в каком жанре игра? Это хоррор? Или это в каком жанре игра? Не, он такой нормальный скорее. Так, что там? Что-то внезапно скорость упала. Может, пока идет закачка.
Я в таверне поработал какое-то время. Тут же быстро сейчас все закачается, скорее всего. Какая-то бесплатная игра. Так заценил. Вроде забавная. Стрим из таверны. Нолана, да. У меня же есть телеграм-канал таверна Нолана. Окей. Короче, хост. Нолан Таверн. Игра, кстати, бесплатная. Если что, можете просто зайти и со мной тут работать в таверне. Так. Лобби сайз 8. А что делать надо? Тупо работаешь. Я чуть-чуть всего поиграл. Так. Типа игры Кукет? Возможно, но тут все от третьего лица. Так. Короче, вот он я. Вспомни бы, как все было. Так, у меня все есть. Хорошо. Погнали. День первый начался. Вон, товарищ клиент бьет. Гоблин после рабочего дня. Хочет поесть. Так, его надо проводить за столик. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, заказ. Так, беру это. Закидываю в миксер. Блендер. Так, еще один клиент. Так, ты сюда садись. И взял. Так. Ёлки-палки. Угу. Так, вот ваш пивас. Так. Готовим... Блин, что я готовлю вообще? Кал дворфов какой-то. Пиво мне и моему парню. О! Что? Это что такое? Оп. Ты сюда. Ты сюда. Блин, этот чел теряет терпение. Подождите. Бля, у него сгорела еда. Охуеть, пиздец. На, кушай. Блин, ну извините, я не хотел. Надо за всем следить. Сука. Да, стоп, слушай. Да вообще. О, там еще один товарищ гоблин подошел. А, блин, оно сгорит, блядь, оно горит.
Кто хотел? Кушай. Сука. Почему у меня... Охереть там много клиентов. Блин, таверна у меня популярная, конечно. В смысле? Что? Почему? Терпите. Ща, подожди, ща, подожди, ща, подожди. У вас там еще один друг. Сука, свет гаснет. Тихо, 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 тихо. Это реально колдун. Да. Так, 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 так. Чё они хотят? Давай, 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 давай. А я как запомню-то? Вы одинаковые, блин, вообще. Ублюдки. Надо, короче, заранее готовить, видимо. Да нахер. Ну, $30 профит. Да вообще жесть какая-то. Блин, ну это было тяжко. Это было тяжко. А что мне с этим делать-то? Даже в фэнтези мире все расплывается. Доллар, да-да-да. Ох уж этот доллар. Ну это, видимо, мусорку надо кинуть. А, подожди. Вот. Надо заказать еще новых этих. Так. Ага. Меню. Так, вот это, вот это. А, не, что это? Бобы какие-то. Ладно, пускай будет. Ну, что для этого нужно? А, так это, оказывается, для гоблинов и этих. А, они разные прям. А в Киберпанк, да, евро-доллары. Так. Давай-ка еще глаза, наверное. Добавляем меню. Ох, зря я, наверное, расширил меню. Кто-то изменил меню. Так, пускай пока... Давай чисто с гоблинами работать пока что. Мой бизнес будет расти на гоблинцах. Во. Овердрафт. Ладно, теперь нам надо это... Получается, выйти в прибыль, чтобы, ну, как-то все хорошо было. Блин, сука, я не... Так. Пошли. Садись. Я тебя так хорошо обслужу. Ты у меня будешь первым довольным клиентом. Так, Cooked Goblins. А? А?
А. Вот дерьмо, а я не взял. Нету в меню. И что делать? И как быть? Это слушай. Блин, что мне делать с его заказом? Я его не смог обслужить. Так. Да вы... А, ну тут глаза... А, ей глаза я не смогу сделать. Ну класс. Тогда эти тоже выбираем. Чисто вот это дерьмо мне будет. У тебя... Вон он, возьми. Вот там. Ну, охереть, что я могу сказать. Добавил меню еды, которую я не могу приготовить. В соло жизнь играть, да. Но эта игра немного, так сказать, образовывает. Делает ну, точнее, ну, как бы это... Ну, ты понял, короче. Учимся бизнесу. Как делать не надо. Как же похорошел Deep Rock Galactic, да. Кстати, у меня Deep Rock Galactic есть. Можно было бы его тоже. Да блин, зачем? Почему? Почему мне продолжают вот это вот приготовленные глазные яблоки появляться? У меня же его нет. У меня нет глазных яблок. Ну, то есть в меню. А, тебе надо? Падла вонючая. Ты еще его и съел, да? Видали, какой финт сделал? Охереть, да? О, наконец-то. Так, пошли со мной. Со мной. Со мной. Они еще и отзывы оставляют негативные. Так. Давай, 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 давай. Ёшкин кот. Не успею. Давай. Так, раз, два. А, только одну. Так, блендер. Лестур Слипери. Ты кто? Лестур. Лестур, вот он. Оказывается, у них имена есть. Да мать твою. Что происходит? О, что-то происходит тут еще. Минус $49. Служащий дня. Блин, кошмар какой-то. Мне точно обслуживающий этот не надо.
А, да? Вот смотрите, оказывается, сегодня у нас 30% гоблинов и все дварфы. Ёпта. А я с ними не справлюсь. Хотя... Я, в принципе, закупился. Так. Вот это надо мне. Smoked Jumbo Meat. Smoked Jumbo Meat. Все. Так. Это я, пожалуй, мусорку. А я смогу еще себе позволить? Нет, да? Все. Ну, погнали. Второй день начался. Ядрить. Вы гляньте на этого здоровяка. Орк идет. Так, что он заказал? А, ну это легко. А, оно и так готово уже, ничего себе. Куда я выкинул? Блин, оно протухло немного. Ну и хер с ним, короче. Пойдет. Сади сюда. А, ты еще заказываешь? Ну ни хера себе. Блин, здоровяк хочет кушать еще. А он пить еще будет, смотрите-ка. Блин, ну реалистично. Никто на одном стакане пива не заканчивает. Ну он, кстати, мне прям сегодня самый прибыльный день устроил. Ты серьезно? Он еще хочет. Так. Ну как не вовремя, а? Да, тут в идеале так должно быть. Подал говна, да. Ай, он сейчас... Бля, тихо. О, успел. Что происходит? Блядь! Что? Чё? Кто? Ах, он мразь! Он мне сломал все. Этот сидит нахуй. Вот ублюдок. И чё мне делать? Ну блин, товарищ Дворф, извините, блин, ну, я ничего не могу поделать. Я не успею сделать заказ. Ядрить. Какие же все недовольные ушли. Не, ну вообще он, конечно, мне нормально. Деньгу сделал. Вот где киберспорт, да. Грут снэк. Грогиум брю. Ничего себе. Грут снэк. $5. Ну это легко. Держи, братишка.
Садись. Так, я пока займусь. Упс, не туда. Раз. Мать твою. Сенсор для мыши оптимально сделай. Надо. Тут идеально надо даже чуть ли не 3 человека, чтобы один еще бегал, тут топил печь эту сраную. Эй, ёб... Тихо. Ну хоть одному успею сделать. А где еще? Блин, ушел. Ох, капец, тяжко было, тяжко. 74 доллара. Неплохо, неплохо. Довольно-таки неплохо. Так, что там игра скачалась? Ага, все. Все, пошли играть Hunt Showdown. Вот эту игру надо бы на SSD-шник перекинуть потом. Она мне, по-моему... Да, на диске. На хард-диск, короче, нам не установлен. Она на харде. Привет, Бубах, здорово. Влог когда? Я же вытаскивал влог. Ты не видел? Так. Где? Ну, на этом канале и на тайском тоже. Там много. Ну, если вообще говорить про влоги, то влогов много. Весь Якутск худеет. Худеющий Якутск. Так, чё? Шипастые алтари возникли, чтобы украсть самую душу болота. Они...
Ничего не понял, но очень интересно. Так. Последнее видео. А, это шортс был. Это был шортс. Так, да, и высокое поставим. А. Общее качество графики. Во. Да, надо бы с харда его перекинуть на этот, на SSD-шник. Для этой игры очень сильно требуется. Я-то думал про Таиланд. Ну, там про Таиланд в тайском канале я выкладывал. Так, вот для этой игры конкретно требуется музыка. Блин, охереть, у меня дома холодно. Как-то забавно это выглядит под такую музыку, такие картинки смотреть. Прям реклама какого-то, знаешь, района, который собирается сдавать на продажу. Можно ссылку второго канала. Так. Продажа дачи в болотной местности. Да, типа того. Да ёпта. Офигеть, картинка, конечно. FPS 120. Да. Стабильно 120. А, я еще и говорю при этом все время. Не открытый микрофон в игре. На, тварь. Рахмет. Пожалуйста. Так. Тут нормально подлутаемся. Блин, окажись внутри, да? Так, раз. О, что это? Так.
О, пистолет мне понадобится. А чё у меня микрофон такой чувствительный? У меня он все время включен, как будто бы. Ну, в самой игре. Ладно, давай-ка я его выключу, пожалуй. Раз. Так, раз. А что нажимать надо было, чтобы говорить? Болтать. Активация голоса. Все, побежали. А в чем смысл Ханта? Сколько смотрю, понять не могу. Tarkov Battle Royale. Ну, с Тарковым его роднит лишь то, что... О! То, что весь лут проебать можно. Это единственное. Нормально. Спасибо за лут, братишка. Спасибо за лут. Ничего себе! Борнхем с глушителем? Что? Я впервые такое вижу. Капец, они тут оружие добавили, походу. Хватит бегать, мразь. О, господи. Так, лабель у него была. Хорошая пушка, между прочим. Чего это? Кордвелл конвершн апперкот, меткий глаз? Ебать. Вот это крутая пушка. Что за ПК? Данил Карпов, привет. Купил сегодня процессор 12700 КФ интеловский. А видеокарта... Так, подожди. Ну да. Ну ладно, пускай так. А видеокарта 3080 RTX 10 гигабайт. Вот. За сколько купил? Да, давайте посмотрим. Купил я его за... Так, процессор. 33999 процессор. Core i7 12700 KF. Угу. Материнка B760 от гигабит. Сколько копил? Да, в кредит пришлось взять. Будут еще какие-то игры? Конечно. У меня много игр вообще. Ну, на стримах обычно. Сейчас основная игра, которую мы проходим, это Lies of P. Far Cry 5. Far Cry 5 я проходил. Неэффективное использование средств. Возможно. Но для меня уже очень даже хорошо. Как для стримера, так сказать. Очень хорошо.
Мошенники звонили из налоговой, и что говорят? Ох уж эти мошенники. Причем еще из налоговой. А так проц хорош. Спасибо, спасибо. Такой дядька, серьезно. Прелюбодей. Ага. Так, придется убить прелюбодея, ребята. Блин. Давайте попробую его отсюда засечь. Да ёпта, поднимись, пожалуйста. Чё это не поймал? Он с другой стороны, что ли? Он же может туда наверх подняться? Попробуй его на реакцию забрать. Да не ори, мешаешь. Очень расплывчато, непонятно. Вниз сиганул, что ли? Так. Ай, не допрыгнул. Так, он с другой стороны, видимо, находится где-то. Где-то вот тут. Как будто бы. Да. Ебать, тихо. Ау. Не понимаю, где он. А, у меня же еще такой пистолет есть. Ну-ка, одену-ка. Блять, ну как ты вовремя, сука, тварь, говна. Я хотел мои киберспортивные уши одеть, а не эти смешные с ушами. У них-то вообще звук вообще шикарный. Вот эти. Ублюдок. Капец, он мне по таймингу поймал. Сбрил. Да, тайминги. Россия. Так, управление. Ну и я же нажимал.
пол-первого ночи пошел я спать, короче. Давай, спокойной ночи. Спасибо, что заходил. Брат, запомни, одна ошибка. И ты ошибся. Так. Блин, да что за фигня? Сервера заняты. Так, давайте попробуем битрейт увеличить. О. Блядь. Ну мудак какой, а вообще, за что? Вот взял и просто оперативку сломал. Ну, примерно такого склада ума ребята вот в этом ДНС работают, да. Прикольно. Они обновили картинки. Кое-какие. По какому адресу ДНС, чтобы не ходить к ним? На Кирова? На Кирова. Просто супер чайники, блин. Чайники такие, которые прям аж пар валят. Да, это были на Кирова. Когда в Lethal Company? Не знаю. Так, еще посмотрю-ка. О, нифига, нормально. Я могу купить, ага. Мне сегодня надо было обменять деньги. Хватает денег, чтобы купить его. Норм. Так, тейблтоп еще.
Блин, на тейблтоп. Ну, в принципе, тейблтоп надо купить для начала, чтобы ДНД играть мог. Потом... Что это? Lethal Company. $598. Так, и значит мне надо продать кое-какие вещи. О! Спасибо, Итрок, за 250 рублей. За 259 рублей. И тебя с наступающим. Большое спасибо. От души. Поздравляю с покупкой. С наступающим. Большое спасибо. Сразу же прибавила. Так, и теперь я смогу купить... А, нет, еще надо один кейс продать, не хватит немного. Кейс или пушку. Может, есть какая-то пушка, которая стоит нормально. 140 бат. Блин, это единственная нормальная пушка. Ну, в смысле скина. Так. Вот это вот за 10 отдам. 9. Вот, теперь... Можно купить. Все, Little Company. Да. Даля-даля. О, давайте в Азии еще. А то не найдет нихуя. Опять всяких игр устанавливали. У меня в телефоне просто на ровном месте, на главном меню телефона выходит реклама какого-то фильма или сериала «Секс до и после», блин. Че за дерьмо вообще? Че за хуйня? Ёлопало, серьезно? Че, вообще поиграть не получится?
снова не получается. И так тоже не получается. Ну, пожалуйста, блядь, ну, пожалуйста. Сука. Так. Ну ладно, блядь. Ну, пожалуйста, тогда, действительно. Нахер. Чё, тогда давайте продолжим Lies of P. Чё бы нет. В Lies of P я вот не помню, у меня настройки были full или нет? Сейчас глянем. Надо будет еще посмотреть на Xbox Game Pass, что есть прикольного. Там же новинок много игр. Ёб твою мать. Ну давай. Ядрить он долго запускается. Угу. Так, графоуни. Так. NVIDIA DLSS. Качество. А что? Не знаю даже. Погнали. Так, что там у меня по заданию? Вход пустые болота. Угу, погнали.
Не, ну эта игра, конечно, картинкой прям хорошо. А здесь нелегко говорить об этом. Кладбище марионеток. Ага. Люди называют его незаконной свалкой. В городе пытались положить этому конец, но позже возникли проблемы важнее. Блин, тихо. Не-не-не, не убивай. Да блин, я же блок держал. Где парирование? Да охереть. Там звук как будто бы слишком жесткий. На красной атаке блок не работает? Не, я в том смысле, что я нажал, как мне казалось, вовремя. Спарировать хотел. Да вот, блин. Слишком рано нажал. Вот. Теперь я молодец. Вовремя нажимаю. Так, хорошо. Блин, жесткий чел, конечно. Побежал, побежал. О, прям резик напоминает. Этот локация. Ау. Да. Этот взрыв меня, наверное, должен был погубить, если у меня было бы мало хп. Чё у него на голове у этой собаки? О! Тихо! Ёб твою мать! И какие все агрессивные прям. Так, что это тут у нас? Очередное оружие. Улучшенный изолирующий преобразователь от Белфорда. Ну, кстати, получше чутка, да. Получше. Защита от электричества очень хорошо. Но мне кажется, тут как будто бы будет угроза не в электричестве. Но будем следить, если что. Мне так много всяких этих... Блин, тихо! Ёпта, засада. У меня очень большая вариативность в плане защиты на электричестве и там прочее. Понял. Это, кажется, динамит на башке у них, да? Они, по-моему, готовы просто тупо взорваться. Так, а есть что-нибудь от яда? Давай позырим. Кислоты. Ну вот кислота, да. Видимо, оно. Да, как будто бы получше. О, прям, прям хватило. Как раз. Да ёпта, что-то очень много ловушек, вам не кажется?
Ёб твою мать, а там этот сраный клоун. А он электрический, кстати. Да, вообще намного быстрее стал. Давай, говнюк. А, ты вот так вот бить. Да ёб твою мать. Ну вот. Например, вот Finals поиграли же в начале стрима чутка. И прям хорошо было. У меня вот реально просто игру не вытягивало, оказывается. ПК. Вот в этом Finals то тормозило вообще безумно. Ага, попався. Во, начинаю входить в этот поток данной игры. Блин, ну крутится и крутится вокруг этой странной бочки. 4К стоит игра, хуею. Она мне досталась бесплатно, вот эта вот игра. Она мне досталась по геймпассу. Мне свой аккаунт Арсен одолжил. Даже не взломано, ага. О, бля. Тихо, блин. Блин. Все просрал на свете и я. Быстро грузится. Блин, какой же кайф. Блять, просто перекатись и уйди отсюда, бля. Все. Чё-то вообще. Да уж. Блин, вот хуйня какая-то, конечно. Обновился свой ПК, и людям лишь бы посмеяться. В Телеграме, блин, нашелся там чел, блять. Говорит, бабки мне некуда девать. Вот и покупает, сам даже не знает, что. Сука ебаная. Нет, что просто поздравить. О, с обновлением ПК и там прочее. Ха, блять. Хуйню купил. Не, классика. Так, я так не достаю.
Ух. Блин, взмах у этого меча, конечно, просто божественный. Достает до куда угодно практически. Вокруг. Опа. Миновал капкан. Так. Как бы с этим мудаком поступить? Тут сломанный хитбокс. Понимаю. Куда ж без них-то? Из сладкого может быть камень в почках, это бред, нет? Ну, скорее всего, нет. Клон говна, сдохни. 5000, нормально, да, за такого-то, конечно. Ну, да много за чего, наверное, камни в почках могут образоваться. Просто в сладком, наверное, ну как-то вот этого всего побольше будет. Суки, а, снайперы ебаные. Тихо, тихо, тихо. Блин. Говно. Тихо, тихо, тихо. Чуть не умер. Тяжко. Я сейчас в последнее время стал вообще чисто воду пить, кстати. Газировочку давно не пил. Ну, имеется в виду соки, там вот эти вот. Колу. Реально могут быть камни. Ё-моё. Да, уж тогда с этим надо быть поаккуратнее. Ха. Чел. Так, хорошо. Так, я что-то слышу, как будто. Ну-ка. Блин. Так, я к нему сейчас спущусь. Уф. Ай, тихо, 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 тихо. Я, может, шорткат смогу открыть какой-нибудь? Хотя там какой может быть шорткат вообще? Вон, смотри, что-то открываю. Да-да-да. Это и есть шорткат. Ха, казалось бы, в этой ситуации нереальный шорткат, а он появился. Блин, пойдемте захилимся тогда уж.
А что ты вдруг так задумался? Сегодня что-то сладкое кушал? Черт, алхимик. Как они смогли поставить такое чудовищное условие? Ну, не то чтобы меня волновали эти люди из отеля, но всему есть предел. Как дела? Довольно странно встречаться в подобном месте. В новостях прочитал. Не делай вид, что будто тебя удивляет, что я тебя опередил. Ведь я способен сказать от страшнейших монстров и существ. Справедливости ради твоя доблесть приносит пользу и мне. Я скажу тебе кое-что, раз уж почти коллеги. Говорят, ужасный монстр живет на скале на дальней стороне болота. Ведет себя словно ворона и собирает блестящие вещицы. Волк. Так, короче, давай мне ништяки. Эрго возрожденного чемпиона. Так, после успешной атаки временно повышает физический урон. Погоди, как это? После успешной атаки временно повышает физический урон. Звучит как имба. Успешная атака. Ну, давай. Это что, подарок спасителю? От девчонки техника? Не припомню, я с вас многих из простого народа. В общем, поблагодари ее, наверное. О, боже, эти перчатки просто кошмар, они даже не подходят. Это какой-то прикладной розыгрыш? Да, 10к битрейт поставил. А как ты понял? Боже мой, мне никогда не... Эта девчонка не нравилась. Ну прям как он. Ладно, забудь. Я думал, у тебя будет вкус получше. Какая досада, бери этот мысль с глаз моих. Чего? Статистика видео. Понял. Ну да, типа 10к решил поставить, чтобы картинка была покрасивше. Ну, конечно, Twitch не пропускает, но на YouTube там картина будет совершенно иная. Хотя, может, и на Twitch улучшилось. Я его совсем недавно поставил. Вот перед тем, как Lies of P запустить. Насчет моей просьбы, ты отдал Полидору перчатки? Я так нервничал, даже когда проходил тестирование для продвижения в Союзе. Ладно, я готов, скажи мне правду. Полидор обрадовался перчаткам? Правда? Какое счастье, я уверен в своем оружии, но перчатки делал впервые, поэтому немного переживал. Ладно, не немного. Мне показалось, что перчатки станут логичным подарком, ведь я знал, что он потерял палец. При мне, в конце концов, это произошло, пока он спасал меня, когда башня мастерская рухнула. Мы застряли под обломками и могли умереть с голоду, если бы тогда пес не пожертвовал пальцем. Думать не хочу об этом, и все же забыть не могу. Я никогда не смогу отплатить ему за это, даже если посвящу этому всю жизнь. Но с этого момента я буду хотя бы пытаться. Спасибо, я слишком стесняюсь сама дарить ему такое, к слову о подарках. У меня есть кое-что для тебя. Примет с моей благодарностью. Но я вроде хорошее дело сделал, обрадовал девчонку. Э, 10666, ничего себе. Цифра дьявола. Так.
На Твиче есть 10к. Но я думал, для не партнеров его не существует. Партнерам типа дают такие. Ну, может быть, что-то изменилось. Это, ну, старая инфа, если что. Наверное, изменилось. Падла! А я первее. Фу. Так. Кстати, надо бы вот это поставить. А тут вот это. Не, реально, мне кажется, как будто бы игра во всем стала, ну, вообще комп во всем стал быстрее, как будто бы. И программа очень быстро запускается. Блин, тут наверняка в чем-то есть подвох. Твою мать. Темный, кажется. Так. Подожди. Блин, как это делается-то, я забыл. Ну ладно, в самой игре тогда попробую. Вот так вот сделать. Коррекция цвета. Амуде тупит. А если так сделать? Вот так получше? Амулет перезарядки. Лол, что? Лучше? Все, отлично. Кайф. Так. Амулет перезарядки. Повышает количество РКП. А, так, нет. Здоровье. Ну, такое. Хотя... Давай-ка попробуем его сейчас подеть. Ну, так постепенно, потихоньку поднимается ХП. Да, полезная тема. Я, кстати, забыл эту тему забрать. Лунный камень полмесяца. Отлично, лут. Нормально его так.
Так, мне надо, чтобы он ко мне подошел. Я тогда на него спрыгну сверху. Во-во-во-во. Йоло! Блять. What the fuck? Я не... Блин, тихо, тихо. Все, порвали, ублюдка. Так. И жизнь тут много этих уничтоженных марионеток. Так. А куда мне идти? Как будто бы больше развилок не осталось. Так, тут я был. Тут я ходил. Если вот... Так, ну-ка давай-ка наверх пойдем посмотрим. Так, тут я скинул эту тему. А, вот дорожка. Да. Оно. Идем сюда. Так, электрический баллон. Понимаю. Старый корпус есть, ага. Но я еще подумаю, что с ним делать. В любом случае материнку и процессор надо бы продать. Или найти ему применение. А так просто, блин, брать и выкидывать, типа старый корпус. Ну такое. Корпус он корпус. Конечно, он типа задроченный, старый, но держит, как крепление вполне себе функционирует. Тихо, чего? Нихера себе. Ага. Блин, я уж подумал, он попадет сюда. Типа сквозь скалу выстрелит как-то. Так, сколько тут их? Вообще понять сложно. Так, наверное, надо заставить его сломать вот эти ящики. Да. Лунный камень серпа. Новый какой купил? От Deep Cool. Там дохера очень много этих. Вентиляторов. Прикольно.
Скорее всего, завтра видос сделаю с моим ПК. Что там прибавилось, что изменилось. Покажу разницу того, что было и того, что стало. О, бля! А, это такой марионеточ. Понял. Блин. Это плохо, чуть не умер. Ау, блин, сука. Зачем я это сделал? Сейчас скажу, как корпус называется. Корпус Deepcool CC560 Mid Tower Black TG со всякими USB 3.0.06 mm без блока питания. Так и написано. О, сломано. Вот, так они и правда существуют другие марионетки, как я, не связаны с основным протоколом. Я думал, что я такой один. Меня ненавидят сородичи, вот я без протокола. Монстры, люди, марионетки все ненавидят меня. Но я хочу дружить с людьми. Если научусь чувствовать, у меня получится. Если расскажешь мне, как я верну должок, я хочу научиться чувствовать. Научить хлопать. Когда хлопаешь, показываешь, что твое сердце наполнено радостью. Найс. Да, он неплохой. Так, что еще интересует? Вот процессор конкретно называется Intel Core i7-12700KF 3.6/5 ГГц 12C8P плюс 4E 20T 25 мегабайт L3 DDR 3200 DDR 5 4800. Вот такой вот. Мать корпус и проц, да, и плюс еще твердотельный накопитель SSD 2.5 SATA 3,2 терабайта VDBLU 3D NAND. Не знаю, это, по-моему, не М2, конечно. Поебать на этот М2, господи. Все разгонялись про этот М2. О, там прям большой дядька ходит. Сколько терабайт почем? Так, давай сейчас скажу. Так, у него 2 терабайта, и он стоит 15700. 15700. Погоди. А. Да, 15к. Но я как-то не... Ну, из-за того, что это типа кредит, я, можно сказать, грубо говоря, на цену особо не смотрел. Честно сказать. Каюсь. Каюсь насчет этого. Лунный камень полмесяца забрал.
Да ёпты, получу урон. Я хочу тебя на халяву продабашить. Во-во-во, другое дело. Легчайший. Так. Лутецкий, Лутецкий. Давай, бей меня полностью. Ломай меня полностью. Ладно, не надо. Хотел его забайтить на бочке. Взяли кредит на 2 года. Там еще холодильник есть за 80к. За 87к. Если уж прям полностью округлять. А я управлять этой темой не могу, да? Клинок топора живой марионетки. Все. Не знаю, даже поломал я его навсегда или... Нет. Зеленая тварь умнее, чем кажется на первый взгляд. Ей нравится собирать тела марионеток. Но для чего? I don't know. Но нам это, видимо, предстоит выяснить. Это ультра графика, да, самая максимальная, которая вообще есть в этой игре. Вертикальная синхронизация. Лучше, лучше, лучше. Ну, вполне себе неплохо выглядит. Конечно, если прям приглядываться, так сказать, на текстуры и там прочее. Но мы же не ваномас какие-нибудь. Мы такой глупости не занимаемся. Ладно, если бы это был бы Кенцо или что-то в этом роде, знаешь. Рассказать о грусти. Теперь я понимаю, как страшно терять близких. Может, я не могу плакать, но надеюсь, что теперь смогу утешить других. Спасибо. На моем ноуте, если приглядеться, видна только пыль. Да. Твою-то мать, опять эти пушки. Так, тут еще эти марионетки здоровые. А так красивая игрушка, да. Да, очень хорошая. Так, ну мы эту марионетку сейчас просто с помощью пушки убьем. Чисто с помощью пушки. Ну хотя, не только чисто с помощью... О, тихо! Вот это я попал. О, тихо. О, ёб твою мать. Тихо.
тихо. А, ёпта. Да, их двое еще. Ну хорошо, что второй не согрелся на меня. А то было бы вообще неприятно. Ай, блин. Так, только не попади, блин, черт, не... Еще б чуть-чуть, я бы точно отвалился бы. На, сука, friendly fire. Так. Ну их не 3. Это уже хорошо. Так, давай-ка стрельни-ка сюда. Тихо, аккуратно. Пойдем по краю. Эй, тихо. Стабилизирован алхимический активатор. Ладно, допустим. Ёпта, эта штука срубает деревья своими выстрелами страшнищими. Металлом, нахуй. Опа, опа. А, он сюда не стреляет, кстати. Не видит то ли что. Дальность не берет. О, тихо. Не, представьте, если бы этих пушек было бы 2. Вот был бы пиздец, конечно. Ёпта, какой здоровый и красивый. Убью. А он еще это... Нормально, нормально. Ничего себе, бабочка, которая сопротивляется. На! Прыгнул прям под снаряд. Так, я тут все залутаю. Заводная ручка баланса. Окей. Сука, эта хрень держит напряжение очень жестко. Ёпта. Интересно, дерево дамажит? Так, тут где-то есть бабочка. Ничего нету. Заводная ручка подвижности. Так, ты давай потопали со мной. Тут твои друзья постреляют. Хотя, скорее всего, после всего этого вы перестанете дружить. Так. Ау. О, тихо, тихо. Да ты...
Нормально. Бля, уйди! У. Очень хорошо. На! Избили мамонта. Так. Ну-ка, выставили-ка сюда. Ничего. Так, тут, по-моему... Да, вот это вот, по-моему, не могу ломать. Ага. Так, остался лут посреди острова. Оп. Островка. Пойдет. О, и тут еще есть. Да ладно, ни одной мрази, которая бы меня не поджидала тут, серьезно? О. Так, подопытный 890. Отчет от состояния самый успешный случай экспериментов по проведению прототипа эликсира. 3 пациента, страдающих каменной болезнью, одновременно получивших инъекции эликсира, скончались. До самой смерти у них наблюдался болезненный некроз тканей. Трещины на коже, судороги и спазмы, кристаллические метастазы по всему телу. В конечном итоге они превратились в мутантов, которых называют тушами. Номер 890. Смог подавить побочные эффекты и остается в стабильном состоянии уже 56 часов. У него наблюдается лишь диссоциативная амнезия, судороги, агрессивные порывы и галлюцинации, характерны для обычной каменной болезни. Личное мнение. Подтверждаю, что предложение Ордена взять образец у гвардейца с проверенным физическим способностью было крайне эффективно. Ожидается, что образец, извлеченный из подопытного номер 890, переведет разработку эликсира на новый уровень. Сестра Адриана, которая получит следующее крещение, должна исполнить желание Ордена. Проснитесь, поднимитесь, вознеситесь. Мы возрожденные подготовим. Окей. Очередной бред злого ученого. Или типа того. Наслышан, знаем. Опа. Сова. Выглядит серьезно. Я не номер 890. Имя драгоценное. Блин, это и есть 890. Блин, он драться, наверное, будет. Доктор Сыч. Должно быть, мимо скромное жилище попал весьма срочный пациент. Ты все еще дышишь, лечить тебя нужно быстро. Крату не нужно еще больше живых пациентов. Поверь, так будет лучше. Умереть человеком куда благороднее. Какая-то мразь. Ну, мистер логичный, блядь. Сейчас мы тебе исправим. Воу. Ебать, тихо.
Ну чё, тебе пиздец. Маска доктора Сыча. Теперь я вспомнил моя Аделина. А, я подумал, его Аделина зовут. Было бы странно. О, я вспомнил, я Аделина. Да. Это как если бы, типа... Его обзывали бы в школе какой-нибудь Аделиной, а на самом деле он, типа, не знаю, Адольф. Короче, вспомнил не те воспоминания. Так. Ага, все. Теперь штурмуем эту крепость и вырубаем нахер эту пушку. Вырубаем нам. Камеру вырубаем. Съемка видео здесь запрещена. Да, вполне себе прямой траектории бежать можно. Так. Одинокое дерево. Блин, у меня так много душ, кстати. Надо было, по идее, прокачаться. Они заняли пост остерегайтесь камней при входе в ущелье. Камней. Так. Ладно, какое-то предупреждение оставили. Вот сюда надо бы мне, по идее... А, это зараженные. Так. Доброе утро. И спокойной ночи. Кто там орет? Никого? Так. А, ты смотри, как они интересно разместились. Давай подтягивайся, спортсмен. Так. Печально. Вот этих подорвать не получится, да, наверное? Хотя... О, нормально, хорошо. Годно, годно. Так. Сгорел один. Ядрить. Мешки с тушами. А, это марионетки сломаны, понял. А, тихо, тихо. Не бесись. О, тихо, тихо. А, ты какой-то особенный.
Ну, видно, ты какой-то этот высокий, что ли. Чуть-чуть повыше остальных будет. Патрона легиона. Отлично. Так. Угу. Можно еще в пещеру заглянуть там. Ебать, это что за хуйня? Вообще это справедливо? Вы чё, суки? Фанаты Миядзаки. Разработчик, ублюдок, а? Ты посмотри, что делается. Сука. Да. Было близко. Теперь главное по пути до этого места не умереть. Как хер знает кто. О. Нормально, быстро добрались. Без происшествий. Так сказать. Так, теперь как прыгнуть на эту балку? Вот так вот посередине, да, скорее всего? Ну да. Так, давайте чекнем пещеру, раз уж такое дело. Ё-моё. Ой, блядь, я что-то вот подумал, а куда катится этот шар? Потом как понял. Так, ладно, я сюда позже приду. Не, на место, хотя... Блин, разрываюсь. Ладно, давайте пойдем, рискнем. Так, там есть место, где спрятаться, в принципе. Вот тут как будто можно заныкаться. Да. Ах ты собака. Пошел нахер. Так. Ну тут я могу пробежать. Там просто обрыв. Угу.
О, блин, ну гляньте, как хорошо идем. Так. И тут сюрпризов никаких нет, да? А, нет, есть. Ага, на той стороне. Так, бабочка есть. Ой, успел, красиво. Четко. Теперь, в принципе, имеет смысл подняться туда наверх и там посмотреть, что чё к чему. Ну так, сейчас вот этот лут возьму. Ага. Это было очевидно. Так, бочек, лунный камень протокола. Блин, я теперь, по-моему, могу прокачать вот эти вот мои пушки. Клинок длинного городского копья. О, найс. Это хорошая штука. Возможно. А. Блин. Никакого случая нету ключа от Windows. Сука, у меня Windows требует активации. Давно такого не было. Так, вот Элькрат пошли. КМС Tools. Понял тебя. Просто прикол в чем? А нет, хотя... Да, хотя... Наверное, все должно работать. Так. Лунный камень, полнолуние. Вот это да. Клинок топора живой марионетки. Это выглядит, конечно, стрёмно. Лунный камень полумесяца. Ну так, чисто прокачаю.
Да, вот это оружие, конечно, мне прям сейчас имбой лютый станет. К 32 тысячи. Неплохо. Так. Подвижность. Хэппи. Вообще того не стоит. Ну, наверное, подвижность надо повышать. Так, и кварц давайте активируем. Сейчас у меня будет такая мощь, которая не снилась моему отцу. Угу. Оцепенение при идеальном блоке. Так, продление действия расходуемых предметов, повышение ограничений предметов для броска, увеличенным максимум плодов денежного дерева. Такое вообще не нужно. Восстановление прочности оружия при использовании особого точильного камня. Пониженный расход легиона при кризисной цветке. Так. А, мне приходится выбирать что-то из этого одно, да? Ну, тогда продление действия расходуемых предметов. Повышение ограничений предметов. Как тебе новые правила Твича? Ты про обнаженку это, что ли? Ну, тихонечко, типа, становится OnlyFans. Он не Twitch, получается. Да. Это теперь Only Twitch, ребята. Мне кажется, это плюс для стримов, потому что их не будет на главной странице. А, этих не будет, что ли, прям? Угу. Ну, если так, то это, конечно, было бы очень хорошо. Ну да, скорее всего, все вот эти вот забайтятся на все это, начнут проголяться как следует. И потом большинство вот таких вот самых таких, ну, наглых пропадут из рекомендуемых, скорее всего. Ну, ну как бы то ни было, все равно, типа, такое, как бы это сказать, не шибко-то это и, ну, большой плюс. Комп обновил? Да. У меня теперь процессор мощный, хороший. У меня процессор, давай-ка я зачитаю. Intel Core i7 12700KF 3,6 и 5 ГГц.
FPS прибавил, вообще жестко прибавилось. Я играл вот в некоторые шутеры, где обычно тормозило. Вот Finals поиграл, там тормозов вообще нет. Стабильно там 120-140 FPS держится, а иногда и там 600 становится. Ну там, естественно, это когда ты выходишь в главное меню или типа того. Так что, да, довольно-таки существенный прирост. Так, 30 зубчатых колец. Найс. Температура норм? Ну, вообще, да. Как будто бы не так сильно греется. У меня там... Ну, у меня корпус. Он называется... Deep Cool CC560 Mid-Tower Black TG. Короче, его прикол в том, что там 4 кулера, по-моему. Да, где-то 4 или около того. Потом еще мне Be Quiet Dark Rock 4 стоит. Башенный этот... Как называется? Охладитель трахания. И он так, да, хорошо справляется со всем этим. Да, очень жирный стал. Очень. М2 еще надо. Да нахуй оно мне надо, если честно, блин. Ну и взял, мне нормально вообще, заебись. Ну типа, нахуя, типа, я взял, тут, ну и так вот, типа, вообще хорошо. Впервые за очень долгое время обновил комп, корпус мощно купил, типа там процессор. Меня что-то немного взбесил, блядь, этот нахуй чувак в Телеграме у меня писал, типа, блядь, типа у него такие большие донаты, типа стали, что даже не знает, куда деньги девать. Блядь, я в кредит это все купил. А при покупке кредита, ну, как-то, ну, реально похуй, что, сколько стоит. Потому что, в принципе, главное смотреть на то, сколько ты будешь платить в месяц. И, в принципе, SSD-шник на 2 терабайта, который, знаешь, как называется? Так. SSD 2.5, SATA 3, 2 терабайта VW, 3D NAND. Вполне себе охуенное решение, я считаю. Похуй, что там он, блядь, типа, ну не знаю, там M2 какой-то еще. Да ёпта, мне вот этого SSD будет, мне с лихвой хватать. Чё там вообще, какая разница? На пару секунд быстрее будет в уровне загружаться. Тоже у меня большая разница. Вообще поебать. Вообще похуй. Он про NVMe, походу. NVMe. Там скорость 5 раз быстрее вроде. Да и насрать. Ну господи. Чё я типа в гонках по скачиванию, перекидыванию файлов, что ли, участвую? Да нахуй оно мне надо? Не, ну так-то да. Не, ну просто, конечно, я, наверное, зря так резко реагирую на это, но тем не менее, хуй мне тот пишет, нахуй, блядь. Типа, блядь, нихуя не знаю, что покупает, блядь. Долбоещер. Просто игры бы быстрее грузились.
Да и не так быстро грузится. Не, ну куда еще больше скорости, я не понимаю. Уф. Неплохо. Гильзы поломки от арк. Ага. Так. Программист как раз мощную виртуалку крутить очень важно в М2. Ну вот, видишь, я не программист. Мне это как бы реально не надо. Вот было бы мне там нужно по работе и так далее, да, я бы в этом сильно бы видел необходимость. Но для графического дизайнера, когда просто нужно нихера. Блять, это что за хуя? Да он мне просто прижал. 12 ядерки. Есть тут кто тут джавист? Ну, я хотел стать джавистом. Да, скосячил еще. Ну, не считаю, что скосячил. Да в чем косяк, вообще не понимаю. Наебала сель, да, наебала сель. Причем это был какой-то бодрый пупс. Здоровый. Гигантский. Не ожидал такого увидеть тут. Да ты ебланутый, сука, просто я даже... Не-не-не-не-не-не-не, ошибаешься. Охуеть ты. Тихо, 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 тихо. Тихо. Блин, перекатики у него, конечно. Это что, типа... Пародия на меня! Пиздец. Все. О, какой он был неприятный. Уж больно резкий для своих размеров. Ути, блядь! Ну тебе туда и дорога. Хитрожопый говнюк. Скинуть меня хотел. Здорово, друг. Пришел поблагодарить тебя за помощь. Так, а погоди-ка. Вроде записок никаких нету. Котенька зашла. Мяу, мяу.
Так, кусок, осколок. Блин, напоминает мне это все сцену из истории игрушек 3, где они были на свалке. Стрёмное место, конечно. Блин, вот я прям вспоминаю эту сцену из истории игрушек. Там некоторые люди даже ну, точнее, вот в зале плакали, думали, пиздец, все. Я тоже начал верить, что все, им хана. Это было жестко. Вот. Чего? Землетрясение? Это со стороны центрального вокзала Крата. Дело может плохо кончиться, приятель. Очень плохо. Что это было вообще? Ой, ты. Котенька. Должно же как-то открываться. Ты кто? Начинающий исследователь Хьюго. Это тоже искать сокровищ? Необычно, что мне встретился кто-то на моем поприще? Я понимаю, как это может выглядеть, но я никакой не вор, у меня важная экспедиция. Ты случайно не знаешь искать сокровища по имени Алидоро? Я его большой поклонник. Во время экспедиции я иду по следам Алидора, но этот замок завел меня в тупик, а я так хотел исследовать пещеру отшельника. Мне остается только дальше ковыряться. Если будешь возвращаться, приходи поздороваться. Может, я открою замок? Ага, окей, понял тебя. О, Эрго. Точнее, Старгейзер. Это что такое? Так и лезет. Посмотрим. Че, ложись под монитором или еще где-нибудь. Хорошо. А это я. О, босс! Найс. А, так. Надо восстановиться. Блокнот часового. Так, откуда вообще в Крате взялась эта тварь? Когда власти послали меня ловить чудовище, это казалось шуткой. Мне думалось, что речь идет о сломанной марионетке или медведе с каменной болезнью. Эта зеленая тварь огромна. Что же она жрала на болоте, чтобы так вымахать? Не думаю, что делает только мусор. Я наблюдал за ним. Он одержимо защищает свое гнездо и любит приносить туда игрушки. На тело марионеток нужны ему не только для игры. Он высасывает из них эрго, а затем играет с останками. Он питается эрго, поэтому и вырос таким огромным. Это место для него как скатерть самобранка. Нужно об этом доложить. Проклятые ублюдки, чтоб вам всем пусто было. Думаю, того зеленого парня создали алхимики, или это их ошибка, иначе почему бы они не прислали подкрепление? Они все так себя ведут, игнорируют все, что их не устраивает. Почему они послали нас сюда? Мы охотники или добыча? Монстр поглядывает в нашу сторону все чаще. Он знает, что мы здесь, он смотрит на нас, как на игрушки. Торопливо нацарапанная записка. Сторожевой пост скоро будет захвачен, потерян контроль над баллистой, отбить не получится. Прошу прощения за все свои грехи. Ангел направит нас. Хорошо, а это я.
Так. А. Электрический баллон. Ну, кажется, эта мразь будет вообще довольно-таки жестко. О, он реально огромный. Посмотрите. Чисто Dark Souls какой-то начался реально. Какой-то ёпта мутант. Зеленоватого оттенка. Да, и глаза у него странные. А, бля. Да где я? Что со мной? А, даже так ты крот, да? Блин, охереть. Ёб твою мать. Блин. Блядь, сука. Я не был готов. Так. Мне нужны тут ампулы. Вот эти вот. И играем более агрессивно. И все будет окей. О. О. Легла мохнатая сюда. Любит там сидеть за монитором. Да что ты, сука, делаешь? А, бля, да?
Изи. Первая фаза. А, понял, окей. Теперь ты решил приодеться, да? О, ничего себе, это золотой эрго. Вот говнюк приоделся реально. Ёпта. Глаза еще вылезли такие. Вот, сука. Так. А, бля. Да ебануться нахуй. Holy shit. Да. Тут стоит реально отдать должное дизайнерам монстров. Так, вот тут зажигательная смесь. Ну чё говно? Бля. Да срал я на тебя. Бля, тихо. Как тебе такое, а? И все. Давай, иди сюда. Охуеть! Правый похоронный. А нет, левый. Сука. Сразу видно, какая рука у него рабочая. Пиздец. Так, ну... Я даже не знаю, что тут можно предложить. В принципе... Не, в принципе, все хорошо, как будто, но... Давайте попробуем прям еще баночками насрать с электричеством. Я думаю, он вполне себе восприимчив к электричеству. Это я еще ульту не использовал. В один момент он мне сильно поможет.
Тихо, тихо, тихо. Все, аривидерчи. Так. Теперь вторая фаза. О, бля. О. Ах ты, сука. Блять, блять! Как я хорошо шел! Это был прям тот самый трай, который я должен был, да. Мадафак, мадафак. Побольше ампул надо насрать. И не так тупо потерять все здесь в начале. Да ладно. Да ёбаный в рот. Да я хуею. Сколько я потерял? Ладно, 5 ампул есть, в принципе. Да ну бля, ёбаный в рот, сука. Кассетная граната. Давай так хотя бы. Блин, вторая фаза, это, конечно, просто лютый трэш. Блин. А, твою мать.
Да блядь! Как я так не в жопе оказался? Какие-нибудь популярные стримеры, интересно, как долго на нем сидели. Походу, да. Это, походу, прям серьезный говнюк. Просто серьезнее некуда. А, бля, я забыл про последний удар. Бля. Да ёбаный в рот. Что я сделал? Блин, я вообще не то применил. Ясно. Идеально блокировал все. О, what the fuck? Бля. Не, ну все, шансов никаких, по-моему. А, бля, ебать его рот. Сколько у него атак? Ой, после усиленной атаки рукой. Его еще щупальца бьет. Ну да. А то действительно, что-то у него рука, ну точнее щупальца просто так. Должно же оно что-то делать. Все логично. Все логично. Так. Кошачья пудра. Заметно снижает. А, кстати. Что это я? Кстати, что это я в натуре? Ну-ка, сходи. Так. Против этого ублюдка у меня есть оружие так-то. Вот эта тема. Так, еще надо бы... Сейчас я его прокачаю. Пушку. Тогда обойму вставить имеет смысл.
Все. Теперь я буду максимально эффективен. Максимально. Вершится обман. Ага. Не-не-не. Блин. Да ну нахуй. Чуху. Вот это ты, гандон. А чё я такой медленный, блядь? Заебись. Ой, бля, думал, охуенную штуку купил, сделал, поменял, взял. Но по факту она только мне все. Ладно, может быть она хорошая, так-то просто надо правильно им пользоваться. Во время уклонения надо чаще стрелять. Так мне тяжело стало, как я руку эту взял. Серьезно. Да, так и есть. Охереть. Тут я думаю, что так медленно двигаюсь. Ха-ха-ха. Yeah, boy. Все, до свидания. Ни одной хилки не потратил. Фу, блядь. Ёбана.
Ой, бля, тихо, 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 тихо. О. Бля. А, да? Ну, охуеть. Так. Ну, кажется, он сделан таким образом, что его надо, ну, может победить только с помощью парирования. Другого объяснения нет. А то он слишком какой-то конченый. Слишком часто нападает. Значит, надо что? Ловить его частые атаки. С помощью парирования. Да, блин. Да ёб твою мать. А, ты, блядь, ясно. Мудак. Сейчас, что там? Не блюй, мразь. Здорово. Чё, как ПК? Огонь. Короче, что я купил? Огонь, огонь ПК. У меня процессор Intel Core i7 12700KF 5 ГГц. Корпус Deepcool SS560 Mid-Tower. И SSD-шник 2.5 на 2 терабайта от SATA VW 3D NAND взял. Да, еще материнская плата там какая-то была. Ну, подходящая под эту тему. Блять.
О, блядь, забыл про это, твою мать! Да, въебать. О, я забыл у него, что захват так работает, пиздец. Процемат только купил. Ну, так, мать. Плата гигабит LGA 1700. B720. Gaming X. Так называется. Ну и там холодильник Hisense. И конвектор Thermex. Чтоб дома тепло было. Как-то так. В кредит все купили, в кредит. Поэтому осмелился на такие шикарные покупки. — 32 оперативы. 32. Бля. Да ну нахуй. Хорошо. Бля. О, блядь, сука, забыл, ёбаный в рот. Бля, забыл. Да ты заебешь меня своим ебаным захватом, падла ебаная, подонок. О, как он меня доебал, капец. Я на нем долго уже сижу. Долго. Блин, шутеры всякие стали супер круто играться. Finals вообще не тормозит ни разу. Стоило его продолжать играть на самом деле сегодня. А ты знал, что слово пацан пришло? Да, у нас, по-моему, одинаковые эти рекомендуемые на ютубе. Маленький писюн. Пацан. Слово маленького писюна. Блять, гондонский. Ладно, я тебя понял. Ну, сука. Ну, естественно.
Маленькие писюны не извиняются. Да, классно. Ну теперь я что-то не хочу называться маленьким писюном. Я больше это не пацан. Ты чушпан или маленький писюн? И тут чел такой, а можно мне подумать? Слушайте, что-то выбор-то, если честно, непростой. Да. Ай. Чешпан или маленький писюн. У русских в древности писюн называли муд. Да? Блин, я не видел остальные видео этого чувака в костюме этого мужчины. Это же типа чин. Потом вроде как поменялось нам в мудак. Мудак. Забавная вещь. Великий русский язык. Да, сколько в нем значений. Даже слово мужик на самом деле оказывается не такая уж типа хорошая тема. Типа это уменьшительное от просто мужика. Просто муж называли, типа. Муж. А мужчина это типа мужик высоких чинов, типа, что-то в этом роде. Прикольно. Да ёбаный в рот. Да бляха-муха. Ну ты падла ебаная. Прикольно, конечно, вообще то, что этот чувак появился. Ну, этот. Который косплеит. Древнего руса. Ну, как древнего руса. Это, скорее всего, даже не древний рус. Это, блин, какой год? Скорее всего, 800-е годы. А, нет, даже не 800-е. Не, пизжу. 500-е, может быть, 1500-е.
Блять, как ты меня задел? У русских так, так. Мужик, человек низшего сословия применял здесь до революционной России, если верить в Википедии. Вот. А потом революция случилась, и мужик стал нормой. О, нихуя, чё? Бля. Да ну нахуй. Как я такое говно? Нормально. Опять ты гандон, блядь. Пошел нахуй. Это было близко. Я знал, что ты справишься. Наконец-то, последнее геройское оружие в моих руках. Да, это было мощно. Блин. Я не знал, что вы тут еще. Спасибо, ребят. О, да. Пропал. Я знал, что ты справишься. Так и знал, что ты станешь идеальной приманкой. Я получил, что хотел благодаря тебе. Последнее геройское оружие наконец в моих руках. Не знал, где оно находится, но не рисковал завладеть им. Болото слишком опасно. Совсем скоро ты узришь. Спасибо. Благодарю тебя. И ты заслужил прозвище «Лучшая приманка Лидаро». Увидимся в отеле. Охуевший. Понятно. Так, ну давайте попробуем вернуться в отель, действительно. Да.
Нет, это невозможно. Возможно, где-нибудь ранен ты не перестаешь меня удивлять, компаньон. Компаньон. А теперь позволь мне вернуться к сюрпризу. Это маленькое чудо способно мгновенно создать свинцово-кислотный аккумулятор. Золотая ярко чистейшая форма энергии, что мы можем использовать. Оно практически идеально, с помощью него можно обеспечить энергией целый квартал. Ну, нихуя себе. Видишь ли, алхимики заказывали у меня перевозки. Я не уверен, но, возможно, это и сейчас есть на их подземной базе. С базой есть только одна загвоздка. Я точно не знаю, где она. И не точно тоже. Мне пришлось сдать ее сразу после церемонии открытия. Я принц общественной жизни Крата, и я поддался их мистицизму и готова. Теперь бери. Тайна подземного логова алхимиков. Звучит как... Так будто Антония могла слышать о таком. Лучше спроси у нее. Ага. Так, этот кислотный аккумулятор надо в тачку засунуть. Так. Сейчас посмотрим, что за оружие. Я нашел последний сокровище благодаря тебе. Сабля. Ценный заморский артефакт. Она всегда будет напоминать мне о негодяе, что украл ее, а потом упал в гнездо. Я попытался его спасти, но мне не удалось. Пускай наказание соответствует преступлению, скажем так. И по воле судьбы ты должен стать истинным владельцем этого оружия. Великое оружие достоин великий воин. Покажи мне, что достойно им пользоваться. Меч двух драконов. Чего, блядь? Так. Позволяет уклоняться. Да блин, конечно, я беру. Какие вопросы? Вы чё? Катана, блин. Чё? Так. О, это шо? Блять, одного не хватает, сука. Хотя... Погоди, или... А, его не разберешь, да, наверное? Блин, я подумал, если я рукоятку возьму и... Или... Подожди, или это возможно? Стоп. Нет. Нет же? Не, нет. Ну я бы охуел, если бы так было. Мужчина, МБ муж, в единственном числе указывает на единичность этого мужа, как чесночно-кирпичный, или чин, как служебный разряд военных, типа муж по рождению. Чина. Да, интересно. Как же образованные люди, наверное, ну не то что образованные, люди, которые много знают, прям вот упиваются этим. Скажу тебе вот, что под Кратом похоронено множество секретов. Тоже можно сказать и про этот отель. Если его подвал соединен с подземной базой алхимиков, именно там давным-давно впервые обнаружили жилу Эрго. До появления каменной болезни отель работал на алхимиков. Но я и помыслить не могла, что они окажутся так порочно. Все изменилось, когда Симон стал главным. Я думал, что выжившие с выставки будут другими, но они оказались ничем не лучше. Проходы на подземную базу заперты с их стороны. Нам не пройти, если они не откроют их. Да. А через подземную базу лежит единственный путь на остров алхимиков. Если мы найдем правильно алхимиков, возможно, нам удастся открыть эту дверь. Я слышу, что некоторые из них заняли обрушившуюся башню на вокзале. Из-за обрушения задумалась, имеет ли отношение к недавнему землетрясению. Сможешь выяснить это? Мужезы. Да.
Ну ты мужик. Гриб копает вглубь веков. Ну ты мужик, Куцан, да. Бужезой. Блять, вы гляньте на это оружие, черт побери. Какое же оно охуенное. Бля. Шустрая. Чего? Вот это что такое? Ебануться, это оружие охуенное. Вот, что это? Подожди. А как она работает? Комбинация с быстрым уклонением, ветер мечей. Шанс снижения, это способности блока. Способности заряд легенды. Так. Быстрое уклонение с движением вперед еще до 2 атак с использованием дополнительной ячейки легенды. Выпускает перед собой ветер мечей, наносит урон по площади впереди стоящим врагам. Изысканный меч из галереи Всемирной выставки, по слухам, им владел полководец тихих восточных земель. Море помнит клятву воина, генерал, поднявшийся вместе с драконом на защиту народа, держал победу в десятках войн. О, жестко. Блин, я вообще фулл-тайм аниме теперь. Вообще безумные связки какие-то. Погоди, это... Охуеть! Это у ворот, блядь. Потом нахуй. Еба. Не, ну это пушка. Чрезмерно мощно. Блин, он так жестко сбивает еще вообще нереально. Не, ну я просто нереально мощный. Просто нереально мощный. Так. А что... Чё, блин. Не нужны торговцы. Так, где-то я помню, должен был быть торговец. Вот, по-моему, тут внутри таверны на 2-м этаже был торговец, и он со мной не хотел торговаться, потому что братцы-кролики еще были живы. Ну как, непобежденными на тот момент были. Потом я убил их старшего брата, и они потом расплакались и ушли. Возможно, здесь продается ценный материал. Ты победил братца черного кролика? Вот уж не ожидал, что ж, меньше начальства, меньше головной боли. Да, давай. Тут такое оружие было.
Someday. Someday. Так. Штормрюч. Вот эта тема, кстати, она может быть супер интересной. Именно в том плане, что... Да я куплю просто, что я базарю. Действительно. Так. Так. Наверное, вот надо бы... Пила. Ладно, что-то тоже куплю. Так, и вот этого огненного почаще, побольше. Так. Надо бы тест провести с этим оружием. Погнали дальше. Нужно кого-нибудь зарезать. А, я забыл. Надо бы музыку прослушать. На самом деле. Гнездо, да? Опс. Баллон с кислотой. А, это стойка прям. И чё? Ударь. А в чем смысл этой стойки? Ага. Проблемка. Понял. Оно, скорее всего, будет хороша против боссов. Вот это вот оружие. Но мой меч намного лучше, на самом деле. Но я так подумал еще то, что... Вот тот, как его... Ох, ебать, пизда. А, ух ты, какой танцор. Блин, тут выносливость прям решает. Вот его оружие. Но против больших, конечно, он прям, да, показывает себя хорошо. Сука.
Кручусь, верчусь. Так. Но тут же был проход. Погоди-ка. Ну не то что проход, а что-то типа второго этажа. Как туда подняться? Вопросик. Ну, наверное, блин, будет. Тут вообще ничего нету. Ни лестницы, ничего. А вдруг? Ё-моё. Что-то происходит. Порча. Так. Всего-то. Центральный вокзал Крата. Туманная ночь. У-ху. Хорошо. А, мы пришли к началу игры. Окровавленное письмо. Билет на поезд Сен-Мариена в 21:23. Текст сложно прочистить за 5 крови. Сен-Мариена. Типа это важно? Ядрить. Чувствуешь? Эффект усиления энергии исходит от центрального вокзала Крата. Неужели химики опять что-то задумали? Пожалуйста, исследуй эту область. Обязательно. А, он взрывается, я забыл совсем. Ты твою мать. Как жестко насрано. Насрано. А, это начало, господи. Даже не понял. А, я же могу стрелять. В конце-то концов. Совсем забыл.
Бля. Так. Сейчас появится, сломаем. Да, такое оружие лучше против больших боссов прям использовать. Ой, кварц. Ой. Так, внутри есть монстры. Ай. Цепь. А? Блин, давай мы его еще не убьем. Ебать, что? А, тут у меня сзади еще один пассажир. Да что за поебень творится, сука? Блин, как же сложно в этом купе драться. Не, нахер, короче. Ничего себе. Зараженные марионетки. Так, пошли наверх.
О, шорткат. Надо пойти спать, на самом деле. I know my way around Это за что? Подвижность. Угу. Так. You don't remember much beyond ask me about areas. Krog Central Station. There used to be a workshop near the station. However, many of the puppets have moved on, but now strange monsters lurk nearby. О, привет, Краска. Здорово. Рад видеть. Чё-то ты запозднился. Че, как дела? Ну, ПК что обновил? Процессор обновил. Корпус. Так. Соответственно, материнка изменилась. И поставил SSD-шник хард на 2 терабайта. В общем, корпус Deepcool SS560 Mid-Tower Black TG. Он так называется. Материнка плата гигабит LGA 1700 B760 Gaming X. Угу.
Также вот процессор Intel Core i7 12700KF 3605 ГГц. 3.6 точнее. 3.6 5 ГГц. Вот такая вот штука. Вроде крутая тема. Ну, сразу могу сказать, что чувствуется. Комп стал намного быстрее. Мощный стал. Негодяй. Теперь вот надо бы продать мой старый процессор и... ну, с материнкой. И будет отлично. Да. У меня 13600KF. Я хотел взять семерку, но чё придушила жаба слегка. Семерку. 13600KF. Семерку. А, у тебя типа пятерка 13600KF, типа, да? Ну я в кредит все это взял, ты не подумай. Поэтому я так прям, ну, шиканул пиздец как жестко. В ДНС покупал. Тут еще вот эта вот 4-я позиция, сборка игрового ПК, пиздец, просто долбоебы собирали нахуй. Туда в 5 часов вечера пришел и в 22 ночи нахуй ушел оттуда, бля, потому что долбоебы не могли собрать ПК нахуй. Я потом только лишь заметил под конец, когда уже ебать заебался. Ну я просто такое вижу. Что какие-то странные телодвижения не делают. Сразу все взял за бабки. Понял. Там челики, они выдергивали провод HDMI от монитора сзади и вставляли мой системник. Так, сколько там процентов по кредиту? Ну, всего общая сумма получилась 168 тысяч. 168 тысяч. Так, процентная ставка по кредиту. У Тинькова брали. Ну, скорее всего, у жены есть это. Ну, в общем, на 2 года. Ебать, а что так дорого? Ну, холодильник Hisense. Многодверный. Общая вместимость 432 литра. По-моему, у него 4 камеры. Да, холодос еще. Плюс конвектор. Thermex, чтобы дома тепло было. Но в отличие от моей, ну, от моей покупки, холодильник, он, ну, супер нужен для моей жены. Она торты готовит. Торты в больших количествах будет делать. Собирается там вообще конкурентно настроена. Наполеоновские. Там размахи. Холодос стоит 87 тысяч. Процессор 34 тысячи. SSD-шник на 2 терабайта 15 700 стоит. Материнка 14 500. Корпус Deepcool 5 900.
Вот такая вот штука. Ну и там конвектор Termex 7100. Как-то так, товарищи, как-то так. Прот сколько? 34. Материнка DDR5? Да, есть DDR5, ага. У него вставляется DDR5. Так. А, погоди-ка. А что тут DDR5 было? А, процессор DDR5 4800. А, материнка... Нет, 4 платы на... 4 гнезда на DDR4. 4 платы на DDR4. Нормально. Ну, я покупкой доволен. А то мне говнюк один, блядь, задушил нахуй в Телеграме. Причем мой бывший одноклассник, блядь. Но он всегда был таким. С гнильцой. Кто этот говнюк? Ну так, нет, что просто поздравить с обновкой, покупкой. А он такой, типа, блядь, нихуя не разбирается, покупает, что попало. Залетели большие донаты и начал, типа, деньгами раскидывать, типа, ну, короче, такое, блин. Не знаю, мне это прям сильно не понравилось. Да нахуй таких. Это да. Блин, мне вот такой дурак, что ли. Ну, видимо, умный такой писать не стал бы. Не твое собачье дело. Да, я так и напишу. А ладно, хуйня полная, не буду писать. Ах. Онлайн срач, не нахуй. Ну это что действительно, блин. Это я сейчас типа на эмоциях, а потом почитаю чуть позже, подумаю. Ну и хуйню я же написал. Че это вообще? Напарники. Ага. Найти напарника. Окей. Шучу, если что. Ну я понимаю. Ты меня обидел, блядь. Блин, уже поздно очень. Надо бы подумать, что какие игры поиграть. Сейчас, кстати, надо бы переносить все игры, которые у меня тут есть на другой носитель.
Сменить, переместить файл. Во-во-во-во. Оно. Так, переместить. Погоди, а как? А почему именно сюда? Мне тоже такое бывало, когда потом думал, что, блядь, написал и зачем. Ну, я так, да. Ну, а хули? Ну, действительно, зачем? Пускай дурачки пишут, что хотят. Что-то не могу переносить. Странно. Horizon играл. Horizon. И что, прям она интересная, что ли? Типа, было бы интересно взглянуть на него. Ну, вообще, конечно, мог бы поиграть. А так нет, не играл. Ну, вообще не играл. Скучно до охуения. Ну, бля, тогда такое себе, конечно. Так. О, РДР же можно играть. О, Киберпанк же можно играть. Так, подождите, давайте-ка... Так. Outer Wilds, кстати, можно было бы поиграть. Overwatch 2. Блин. Так, кстати, я Little Company купил. Можно будет завтра в него зарубиться. Вот только бы найти бы с кем поиграть в него. Lords of the Fallen играл? А, ты говорил, кстати. Да, стоило поиграть. Вот, добавить диск. О, X. Все. О, а так можно? Реально? Я могу просто выделить все и переместить. О, как это круто. Так. Нормально. Ну, просто хорошо, что такая удобная функция имеется, типа перемещение файлов с одного диска на другой. Вообще балдеж. Ну так, чтобы не одной игрой за раз, а так, чтобы прям все игры, которые имеются на том или ином диске. Я просто вот в настройки вообще редко захожу в Steam. А тут, оказывается, есть вкладка хранилище. Вообще не знал. 11 Windows, нет, 10. И мне его, кстати, активировать надо. Сука. Из-за того, что, видимо, я играю вот в Xbox, ну, точнее, вот Game Pass, вот именно ПК Game Pass, винда что-то, ну, это вот. КМС авто скачай, да, все так говорят. Но я так сделал, скорее всего. Так. А ладно, давай отсюда. Вот, Hunt Showdown. Блин, как же он будет охуенно играться, кстати. Когда я его перемещу-то. А, у вас там ничего не видно, да? Вот. Извиняюсь, совсем забыл про это. Ой. Раньше надо было адекватную ссылку искать, чтобы скачать.
Да. Ой, наконец-то мне таблтоп появился. Смогу теперь в ДНД играть с Сикросом и остальными. Они, наверное, такие думали, бля, как он заебал. Типа, к оправданию новые ищет, там прочее. Как бы не купить эту игру. Но как-то у меня не было этого мотивации и смысла переводить деньги в баты, а потом закидывать их в Steam. Нет, это звучит так просто. На самом деле ты покупаешь за рубли биткоины, криптовалюту имеется в виду, криптовалюту, USDT, а USDT переводишь в баты, а эти баты на твои вот эти вот, ну там, немного стрессово все это на самом деле. Давай видосы врубай. Так, что там, какие видосы? Какие видосы? А я вот недавно в Мафию 2 ремастер начал играть. Там атмосфера зимняя под стать точно сейчас. Да. Ну вообще, да, 2 Мафия прикольная тема. Можно было бы поиграть. Какая-то новая тема появилась. Да, погожу. Да, погожу. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек, быстрее! Молодой человек! Молодой человек! Молодой человек! Молодой человек, быстрее! Быстрее! Отличная музыка для секса. Я не понимаю. Раз сказал, он не понимает. Два сказал, он не понимает. Я не понимаю. Я ему раз сказал, он не понимает. Это страшно. Да, этот голос бабушки. Я не понимаю. Ладно. Пойду я спать нахуй. Пизду. 4 часа ночи. Ёбаный в рот. Или скорее утра. Завтра нормально постримим.